Всем привет! В сегодняшнем видеоролике речь пойдет о подшипниках. Хочу немного поколдовать и попробовать из старого высокооборотистого советского подшипника сделать новый высокооборотистый советский подшипник. Значит, чем отличается высокооборотистый от низкооборотистого и почему его не так-то просто купить в магазине, как может показаться на первый взгляд. Вот фирма СКФ. Все знают, что это такое. И вот я купил подшипничек такого типа размера. То есть, наконец-таки я смог его найти. Это изделие я снял с ТРД, которое должно отрабатывать 50 тысяч оборотов в минуту. В паспортных данных вот этого подшипника, который мне сказали в магазине, ну что-то здесь порядка до 38 тысяч. И это максималка. Нормальные обороты около 20 тысяч. Естественно, чем он больше по размеру, например, вот такой размер, здесь уже нормальные оборотики 15 тысяч оборотов в минуту, максимальные 25. Ну, здесь немножко больше. Здесь тысяч до 30 это нормальные обороты. В общем, в этом, ребята, вся сложность, что купить в магазине высокооборотистое не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Есть вот у меня один экземпляр, его мне прислал мой друг из Америки. Алексею этот подшипник обошелся в кругленькую сумму, около 300 баксов. Такое стоило удовольствие. Он сделан на заказ, и он будет установлен вместо вот этого изделия. Но в этом видео мы постараемся это изделие обновить. У нас имеется новая запчасть. Сейчас мы ее попробуем немножко расковырять и посмотреть. Количество шариков здесь одинаковое. Здесь 7 шариков и здесь 7 шариков. Шарики, по идее, должны быть одинаковые. Ну, в принципе, даже не в этом суть. Моя задача переклепать вот этот латунный сепаратор и переместить его вот сюда, вместо этого. То есть такая основная задумка этого видео. И после этого возможности подшипника должны резко увеличиться в плане оборотиков. Здесь при измерениях оказалось, что разные диаметры. То есть здесь диаметр меньше наружного кольца, здесь больше. То есть латунный сепаратор еще и придется протачивать. Потом нужно будет обратно качественно заклепать. У меня еще были мысли пробовать на винты сажать, то есть нарезать здесь резьбу и закручивать. Но потом я как-то передумал. Ладно, ребят, для начала разберем его. Что нам для этого понадобится? В принципе, шило и больше ничего. Как разбирается обыкновенный подшипничек. Отгибаем усики вот так. Это в том случае, если здесь не заклепано. Здесь тоже иногда бывает заклепано. Но вроде бы не заклепано. Теперь мы делаем вот что. Раз. Вытащили одну половинку с сепаратора. Сейчас вытащим сальник. Он нам не нужен абсолютно. Здесь вот видно, как набита смазочка с одной стороны. И вытаскиваем вторую половинку. Мы его даже не будем разбирать. Так шарики и останутся здесь. Но разберем теперь вот этот. Бормашинкой спилю шляпки заклепок и можно будет разобрать. Делаю очень аккуратно, чтобы не захватить латунную часть. Потому что она нам понадобится еще. Ну, вот так как-то. Сейчас выбью штырьки и мы посмотрим на состояние. Делаю это скорее в экспериментальных целях. Но надеюсь, что все получится. Заклепки очень плотно сидят. Не хотят никак выбиваться. Значит, надо на более тяжелое поставить. И продолжить. Пробуем. Так. Сдвинулось. Я думаю, здесь нужно запоминать взаимное расположение отверстий. То есть здесь нельзя, по идее, крутить как хочешь его. Все просверлено за одну установку. Опять же, мое предположение. Как оно там было сделано, никто не знает. Заклепки очень тяжело выходят. Сделал специнструмент.
Вот такой из разверточки. Здесь плоско заточил. И здесь обточил, чтобы можно было ударять. Скорее всего, обратно будет еще тяжелее их вставлять. Заклепки, да еще и где-то надо будет взять их. Вот. Ну что не сделаешь, ребят, что не сделаешь, если прижмет. Все, выбил, смотрим, что получается. Раз. Ну вот оно. Так, теперь нужно аккуратненько вынуть вот эту и приложить, потому что не хочется потерять взаимное расположение. Вот он, латунный сепаратор, который пойдет у нас в дело. А вот это нам не надо, но очень хочется посмотреть на состояние, потому что, ну, заклинивало оно жестко. Значит, сгоняем все шарики и вытаскиваем среднюю. Вот так. Видно, что шарики в очень плохом состоянии. Очень сильно поржавели. Ну а кольца плохие лишь частично. Ну, тоже не сахар. Так, что же делать дальше, ребят? Есть такой вот сепаратор, и как-то нужно его вживить на новый подшипничек. Ну, как-то вроде бы даже почти подходит. Вот так. Залез, ребят, представляете? Надо же. Вот это да. Что я этого как-то не ожидал. Неужто все подходит? Но все равно здесь должен быть зазор, поэтому нужно немножко проточить по-любому. Делаю оправочку за одну установку. Без этого никак. Оп. На токарном станке можно сделать практически все, но бывает приходится очень долго готовиться. Делать всякие оправки, оснастку. Надеваем. И через шайбу прижимаю. Сепаратор готов для протачивания, но мы не знаем, на какую величину протачивать. Поэтому измерю по относительно свежему подшипнику, какой здесь зазор. Получается 0,25 миллиметров оптимальный зазор. Прикасаюсь, добавляю 0,25. Вот, и все, проход пошел. Так, ну проточка готова, но это, ребята, не самое страшное. Самое страшное все впереди. Самое страшное это как ее заклепать теперь. Ходит оно очень плотно, и это же нужно нам соблюсти условия. Вот, ну а так получилось то, что получилось. В общем-то неплохо. Сейчас отмечу, опять же, чтобы соосность нам не потерять, маркером. И будем думать, как заклепать. Можно сделать как здесь. Здесь просверлены каналы с двух сторон. И появятся выступы, можно будет заклепать. Наверное, так мы и сделаем. Как видите, приходится выдумывать на ходу решение проблем. Сделал сверление на глубину примерно полмиллиметра. Примерно вровень шляпки. Удобней будет клепать. Здесь будет выступать заклепка на необходимую величину. Вот. Это... Кстати, другие заклепки с другого подшипника, они немножко подлиннее. Ну, а по-другому никак. Те старые я уничтожил, в принципе, можно было и ими пользоваться, но так как я не знал, как разбирать, я их погнул при выпрессовывании. В следующий раз буду уже умнее, скажем так, и можно будет нормально выпрессовать аккуратненько. Ничего не повредив, и можно те же самые заклепки загнать на новый подшипник. Сейчас немножечко придадим нового вида, подзашкурю. Теперь высокотехнологичное заклепывание. Так, для начала, наверное, в одну половинку попробуем повставлять. Дело непростое, мне кажется, будет. Видите, как они туда заходят? Блин.
забивать приходится. Офигеть просто. Да. Так, этот хорошо пошел. Вот что получается. Интересно, очень интересно. Пришлось сделать еще одну оправочку, она до сих пор тепленькая, чтобы можно было прессовать. Прессовать 2 половинки сепаратора. Здесь уже гвоздики набил. Остается расширить шарики. Вот. И заколачивать вот сюда. Да. Конечно, технология безумная. Ладно, расширяем и делаем. Равномерно распределяем шарики. Здесь сделана опорная площадка, которая ложится вот сюда. То есть при заколачивании нагрузки на шарики не будет никакой. Ну и эту, соответственно, метки ставлю. Вот так. Ну, вроде бы все условия созданы. Можно попробовать попасть в первую заклепку. По-моему, попал. Так, отлично. Заклепки попадают по отверстиям. Это, сами понимаете, прям вообще отлично-преотлично. Вот здесь какая-то она кривенькая. Подвыровняем слегка. И продолжим. Здесь все заклепочки сравнялись. Сейчас мы перевернем наоборот. И будем добиваться того, чтобы они повылазили. Ребята, все получается. Это отлично. Просто была великая проблема с реставрацией таких подшипничков. Потому что новенькие купить очень дорого и очень тяжело. Ну, прям таких купить вообще не получается. А другие дорого. Такие дела. Думаю, буковой палочкой удастся осадить. Да, все получается по-прежнему. Вылазят пиптики. Мелкая работа. Выложу в инстаграме фотки подробные, как это все выглядело. Ссылочку оставлю в описании, можете подписаться, посмотреть. Теперь будем клепать. Заморочки продолжаются. Усовершенствовал оправку, вкрутил каленый гужон и сделал в нем лунку. Вот такой шариковой алмазной борфрезой. Далее устанавливаем подшипник на оправку, чтобы попало в лунку. Это строго обязательно. И воспользуемся самодельным инструментом, который я только что сделал так же, как и тот гужон. То есть здесь тоже внутренняя лунка есть. Теперь можно спокойно заклепать обе части сепаратора. Ну, вроде норм. Следующий. Все отлично получается. Сначала прогоняю деревяшкой, чтобы соединить 2 половинки сепаратора, сблизить их, а потом заклепываю. Получается как завод. Превосходно. В точно таком же стиле планирую переделать вот этот вот большой подшипник. И есть еще такой. Получатся новые подшипники. По крайней мере, шарики и дорожки, по которым они бегают, будут новые. Да еще и довольно-таки высокого качества. Потому что СКФ это нормальная фирма. Так что, ребята, в принципе, годная технология, если не спешить и правильно делать. Я думаю, нам нужны небольшие испытания. Вот так вот он вращается, ребята. У меня на этом все. Ссылочки на инстаграм, на макросъемку я оставлю в описании, потому что так подозреваю, мало что видно. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока.